Всем привет! Вы на канале TrueView, и сегодня мы делаем тест фото-видеокамер iPhone 11 Pro, Mi 10 Pro и Galaxy S10. Кто-то может сказать, и я с ним соглашусь, что Galaxy S10 в данном случае немного аутсайдер, но Galaxy S20 по предзаказу мне еще не пришел, так что с ним тест тоже сделаем, но немного позже. Все видео мы будем снимать 4К 60 кадров в секунду. При этом только на айфоне можно сделать вот такую штуку. Так. Алоха! Здорово, ребят. Так вот, только на айфоне можно сделать зум, но фишай включить нельзя. Ну, конечно, не совсем так. Фишай тоже можно включить, но в кодеке высокоэффективный на айфоне работает только зум. На Samsung можно переключать режимы только при 30 кадрах в секунду, а в Xiaomi переключаться между объективами нельзя вообще. Сразу можем выделить однозначного лидера по звуку. Это Mi 10 Pro, микрофон у него отрабатывает на голову лучше конкурентов. Как и ожидалось, самая дерганая картинка в плане стабилизации у Galaxy S10. Хотя надо заметить, что именно на экране телефона кошмарной кажется картинка у Mi 10 Pro. У него при съемке как будто какое-то слайд-шоу получается иногда, особенно если телефон начать сильно трясти. А в итоге можно увидеть, что стабилизация у него получилась почти на уровне с айфоном. Но в 80% случаев на айфоне все же стаб работает лучше, и дальше это будет видно. При этом картинка на Mi 10 Pro немного более темная, из-за чего кадр иногда получается каким-то унылым, и небо там, где оно есть, становится не голубым, а уходит в такую темную синеву. Что касается автофокуса, именно по скорости трудно выделить лидера, но iPhone все же это делает так более гладко. На Samsung и Xiaomi чувствуется такой небольшой скачок и дыхание автофокуса. Теперь проверяем фишай. Единственный Galaxy S10 4К 60 кадров в секунду фишай включать вообще не хочет, поэтому именно этот телефон S10 у нас на 30 кадров в секунду. При этом на Mi 10 Pro есть еще режим супер стабилизации, я его пока не включал. На фишай у Xiaomi сохраняется тенденция делать кадр более темным, хотя Samsung тоже отличился, иногда у него перебор с контрастом. На видео это не очень заметно, дальше на сравнении фото будет видно более явно, но угол обзора у ширика у Xiaomi заметно меньше. На двукратном зуме по цвету уже примерный баланс, да еще и кажется, что Mi 10 Pro стабилизирует картинку как-то лучше, но если приглядеться, видны небольшие артефакты этой электронной стабилизации, она достаточно агрессивно работает. Куда же без замедленной съемки. Mi 10 Pro и Samsung умеют снимать 960 кадров в секунду при разрешении 720p. У iPhone разрешение выше, но и снимает он только 240 кадров. Проверяем селфи-камеры. На Galaxy S10 картинка немного смещена от центра. Что самое интересное, Mi 10 Pro только Full HD 30 кадров в секунду. iPhone при этом пишет 4К 60 кадров в секунду, Galaxy S10 4К 30 кадров в секунду. Ну, на ходу, так немножко, вот так немного сместим. Ну, на Mi 10 Pro, конечно, жестко трясется, как, кстати, и на Samsung, на iPhone вроде ничего. По фронталке показалось, что более четкая картинка у Samsung, у Mi 10 Pro и iPhone она какая-то более мыльная. Ну и по стабилизации Xiaomi тоже в пролете, у нее даже электронного стаба нет. А между iPhone и Samsung даже как-то получше отстабилизировал. Перебираемся к сравнению фотографий. В рейтинге DxOMark, понятное дело, Mi 10 Pro на первом месте, iPhone 11 Pro я посмотрел на 6-м и Galaxy S10, правда с приставкой плюс, на 15 или 16 месте. Сравним эту фотографию. Если посмотреть на фон, видно, что Xiaomi заблюрила его лучше, причем у нее это сделано чисто за счет оптики, но сама стена получилась вообще нечеткая и видно конкретное мыло, особенно вот на краю фотографии. Или вот здесь, кажется, что на Xiaomi вообще дернулась рука и фотография смазалась, но если приглядеться, место, где сучок все же в фокусе, а все остальное нет. Это как раз тот самый грип, глубина резко изображаемого пространства, когда при близкой съемке в фокусе у тебя лишь небольшая часть, а остальное уже нет. Но конкретно на этой фотографии у iPhone и Samsung картинка получилась все же приятнее глазу. Это же, кстати, касается и съемки документов, в центре все в фокусе, а по краям мыло. Здесь уже сложные условия против солнца, и сразу можно выделить более широкий динамический диапазон у Xiaomi. У iPhone в этом месте вообще темновато, да и, кстати, в районе фонаря у iPhone тоже все мыльное. Чё по портретикам? Тут сложно. С одной стороны, у Mi 10 Pro немного выше детализация.
С другой стороны, он слишком выбелил лицо, при этом есть явные косяки в обработке в районе меха, прям кошмар. Но iPhone тоже не идеален, башню сзади головы он не очень отделил. Но чисто субъективно айфоновский портрет все же как-то приятнее глазу. На этом уже нет такой проблемы с отделением фона, Samsung, конечно, вообще грустный и мыльный, а вот по детализации снова выигрывает Xiaomi, да и цвет кожи тут вполне нормальный. Попробуем найти разницу между обычной съемкой Mi 10 Pro и режимом на 108 мегапикселей. Сначала сравним обычный режим. Да, тут видно, детализация однозначно лучше, iPhone и Samsung в пролете. Но вот сравнивая между собой обычный кадр на Mi 10 Pro и на 108 мегапикселей, ну как бы да, может процентов на 10 режим 108 мегапикселей фотографирует четче, но он и весит вместо 9 мегабайт почти 20. И режим этот отдельно нужно включать. В общем, как по мне, овчинка не стоит все-таки выделки. Чтобы не растягивать хронометраж видео, сейчас покажу еще несколько фотографий, помечая при этом победителя, на мой взгляд, вот таким кубком, а после расскажу про очередные приколы от Mi 10 Pro. В общем, да, камера у Mi 10 Pro однозначно хороша, но при этом точно не лучшая. Очень часто она промахивается, иногда засветы больше, иногда шум, иногда мылит. Но в целом у Xiaomi получилось показать неплохой результат, который, возможно, еще потом и допилит. Но флагман — это не только камера, флагман — это еще и стабильность работы, а вот тут китайцам еще расти и расти. Практически к концу дня, когда оставалось буквально сделать 3-4 фотки, Mi 10 Pro вдруг взял и завис. Сначала камеры вообще не переключались, потом телефон перестал на что-либо откликаться вообще и помогла уже только перезагрузка. Как говорится, телефон может уехать из Китая, а Китай из телефона никогда. Если видео было полезно, поставь лайк и подпишись на канал, ну и пиши в комментарии, камера какого телефона зашла тебе больше. Ну и на сегодня все. Всем качественных фотографий и до встречи в следующих видео. Пока.